Сегодня 17 января, суббота. Это Руслан Невеев. Всем привет. Начинаем очередную сводку. На этой неделе повторилась ситуация конца декабря, когда российские войска перешли границу на еще одном участке местности и захватили село Гробовское. В этот раз они заявили захват села Комаровка. Если посмотреть по картам, где находятся эти села, то сразу возникает вопрос: а на кой черт российские войска поперлись в них? Эти населенные пункты не связаны с какими-то основными участками фронта, не дают каких-либо преимуществ. Получается такой захват ради захвата. И нет, это не отвлекает какие-то украинские силы, поскольку дальше этих поселков российская армия не продвигается. Гробовское захвачено уже почти месяц как. От него линия фронта не расширялась. Так что тут не идет речь о создании каких-то новых плацдармов. А потому эти события не требуют какой-то срочной переброски украинских резервов. Пока что у меня единственное объяснение – это необходимость поддержания ежемесячной статистики, темпа продвижения по отчетам группировки войск «Север». Эта группировка войск отвечает за Сумскую и Харьковскую области, в том числе Купинское направление, а также за Лиманское направление. Сейчас зимой темп всей войны упал, а показатели отчетности для Генштаба надо как-то поддерживать. И самый простой способ – захватывать микросела в серой зоне, коей является вся российско-украинская граница. Причем на тех участках местности, где нет присутствия большой группировки войск. Тем более, что парад военных совещаний продолжается. Путин в конце декабря провел штук 7 таких совещаний на разных командных пунктах. И вот теперь начальник Генштаба России Валерий Герасимов съездил в штаб группировки войск «Центр». Эти совещания всегда начинаются с рассказа высокого гостя о ходе войны в целом. И вот меня в этой поездке Герасимова удивило, как он рассказывает про Купинск. Напомним, что во второй половине прошлого года на Купинском направлении сложилась угрожающая для украинской армии ситуация. Российские войска контролировали северные окраины города, продвигались в центр, а также взяли под огневой контроль дорогу, идущую из города на запад, в сторону Шевченкова. И это ставило под вопрос присутствие украинских войск не только в самом Купинске, но и на всем украинском плацдарме на левом берегу Оскола. Затем украинские силы смогли провести ряд успешных контратак к северу от Купинска и зачистить большую часть города. Теперь уже наоборот. Российские солдаты окружены в центре города, отрезаны от своих основных сил. Есть немаленький шанс, что в скором времени город будет дозачищен, освобожден окончательно. А Герасимов же в своем повествовании продолжает утверждать, что Купинск полностью под контролем армии России. Что украинская сторона делает попытки провести флаговтыки в городе, но эти попытки пресекаются. Но это еще не все. По его словам, российские войска, цитирую, уничтожают окруженную группировку украинских войск на восточном берегу реки Оскол, а также заканчивают освобождение города Купинск-Узловой. Никакого окружения украинских войск на восточном берегу Оскола, конечно же, нету. Купинск-Узловой находится в глубоких украинских тылах. Чтобы все это увидеть, можно даже открыть не карту украинского мониторингового проекта Deep State, а карты любого зетника. Мы привыкли к этой советской системе, когда российские генералы постоянно врут, завышают свои показатели. Мы уже привыкли к термину «заявление в кредит», когда заявляется захват населенного пункта, который уже находится в опасной ситуации, но пока контролируется не до конца. Но вот этот уровень отрицания реальности, он просто поразительный. В глазах российского генштаба украинской контратаки на Купинском направлении попросту не было. И российская армия якобы продвигается уже дальше после Купинска. Мне это напоминает историю португальского диктатора Антонио де Оливьера Салазара, правившего с 1932 по 1968 год. В 1968 году он перенес инсульт. И чтобы не спровоцировать стресс и дальнейшее ухудшение здоровья, его окружение начало создавать для него информационную картину дня, в которой он все еще правит страной. Хотя в действительности президент уже отстранил его от власти из-за недееспособности. Просто самому Салазару об этом не сообщили. Учитывая возраст наших граждан дедов, начинаешь задумываться. Может, их тоже просто так берегут, чтобы дедушки лишний раз не переживали и думали, что в российской армии все прекрасно, как никогда. Есть некоторое продвижение российской армии чуть южнее, на Боровском направлении. В начале года там была очередная попытка проведения трубопроводной операции к северу от Новоплатоновки. Закончилась она неудачно, потому что украинские беспилотники быстро засекли перемещение и начали бить по выходящим из трубы российским солдатам. Но в целом российские военные усиливают давление на этом участке фронта, и в последние дни они смогли продвинуться в районе села Лозовая. На Лиманском направлении все чаще появляются российские солдаты в районе города Святогорск, поселка Яровая и села Пришиб. Российские войска пытаются изолировать Лиманский плацдарм, перерезав дороги в районе Святогорска, а также на юге в районе сел Деброво и Закотное. И также они понемногу продвигаются к северу от города Лиман в районе поселка Ставки.
на Константиновском направлении продолжают действовать по Покровскому сценарию. Если вы помните, когда в прошлом году российские войска подошли к городу Покровск, они начали проникать в него маленькими группами со стороны Зверева и Перши-Травни. В украиноязычном сегменте интернета тогда начали появляться сообщения о проникновении диверсионных групп в город. Так продолжалось длительное время, пока не накопилось достаточное количество российских штурмовиков в городе, и они начали один за другим захватывать микрорайоны. Вот сейчас Константиновка находится на том этапе, когда в случае Покровска уже начали сообщать про первые ДРГ в городе. Основное накопление групп российских штурмовиков сейчас идет в районе сел Степановка, Ильиновка и поселка Бересток. Часть из них оттуда пытается проникнуть в западные окраины Константиновки, а часть идет вдоль реки Лозовая в сторону Алексеевка-Дружковки, чтобы осложнить логистику украинских войск. Скорее всего, активность на этом участке фронта еще больше вырастет, когда российская армия дозахватит Покровск и Мирноград. В восточной части Запорожского фронта российская армия закрепляется в городе Гуляйполе. Впервые мы видим присутствие российской бронетехники в городе. Появились кадры, как украинский беспилотник наносит удар по стоящей на улице города Мотолыги. Это такой военный гусеничный вездеход. Судя по мощности взрыва, на нем в город привезли боеприпасы. В западной части Запорожского фронта российские военные продвигаются в Степногорске и вдоль побережья Днепра. Я предполагаю, что от села Приморское, которое находится сейчас в серой зоне, российские подразделения дальше пойдут вдоль реки Конка, в сторону Камышевахи, чтобы взять под огневой контроль трассу Н-08, соединяющую города Орехов и Запорожье. Серьезной проблемой для украинской стороны является то, что Россия размещает своих операторов-беспилотников даже в серой зоне. Это рискованно для них, но Россия готова идти на такие потери. И теперь из-за того, что на западе Запорожской области российские военные продвигаются, выросла воздушная угроза для оригинальной столицы, города Запорожье. Его все чаще атакуют с помощью беспилотников «Молния», про которые мы поговорим далее. Российские беспилотники «Молния» стали по-настоящему массовой моделью. Украинский обозреватель Константин Машевец пишет, что за 8 месяцев 2025 года правительство России вложило в производство «Молний» более $1 миллиарда, и к настоящему моменту их произведено уже более 900 тысяч штук. Дальность полета этой модели около 50 километров. Масса боевой части порядка 12 килограмм. На многочисленных кадрах производства и применения «Молний» видно, что эта модель сделана с применением наиболее дешевых и простых материалов. В ноябре 2025 года появились первые кадры применения этих беспилотников со Старлинком. Наличие Старлинков у российской армии давно не новость. Впервые Старлинки на фронте я увидел где-то, наверное, в 2023 году. С тех пор они эпизодически появляются в разных сообщениях. Но основой военной полевой связи для российской армии они не стали, потому что на оккупированных территориях Старлинки не работают. А если же их ставить на беспилотники, то образуется надежный канал защищенной связи, через который оператор может управлять полетом, точнее заходить на цель. Недавно также появились кадры другого российского беспилотника, а именно БМ-35, также с комплексом Starlink. Видимо, можно ждать появления в скором будущем шахедов, оборудованных Starlink. Беспилотники «Молния» производят на заводе «Атлант Аэро» в Таганроге. В начале недели украинские войска нанесли удар по заводу. Судя по спутниковым снимкам, было существенно повреждено несколько построек. И вот Таганрог находится всего в 200 километрах от украинских позиций. Это намного ближе, чем та же Алабуга, где производят шахеды. Поэтому возможности нанести серьезный урон производству «Молний» сильно больше. Тем более, что вроде бы как еще в прошлом году компания Firepoint должна была достигнуть масштаба производства ракет «Фламинго» в количестве 200 штук в месяц. Хотя у меня по-прежнему большие сомнения относительно масштабов их производства. Честно говоря, такое ощущение, что репортажей с эксклюзивным доступом к производству компании Firepoint появляется в мировой прессе больше, чем самих фактов применения этих ракет. И это при том, что в очередном таком материале в издании Wall Street Journal технический директор компании Firepoint Ирина Терех заявила, что каждая ракета «Фламинго» запускается в течение 2 дней после ее производства и поставки в ВСУ. Также в начале недели правительство Великобритании объявило, что они будут производить баллистические ракеты для Украины с дальностью до 500 километров. Но это пока отдаленная перспектива, потому что на данный момент Великобритания представила технические требования к ракете и объявила конкурс среди компаний-производителей. Ракету планируется назвать Nightfall. Требуется, чтобы у нее была боевая часть массой 200 кг, что в 5 раз меньше заявленной массы боевой части «Фламинго». Дальность полета не должна быть до 500 км, что в 6 раз меньше заявленной дальности «Фламинго». Темп производства до 10 штук в месяц, что в 20 раз меньше заявленного темпа Firepoint, а стоимость до 800 тысяч фунтов стерлингов.
К 9 февраля выберут 3 заявки от компаний-производителей, каждая из которых дадут 9 миллионов фунтов стерлингов. После чего в течение года компания должна будет показать 3 образца ракеты. Так что до постановки этих ракет на вооружение ВСУ еще далеко. Как минимум пару лет. Еще что касается разработок беспилотников, на этой неделе в Главном управлении разведки Украины заявили, что Россия впервые применила новую модель беспилотника – Герань-5. Характеристики у него примерно такие же, как и у обычного шахеда. То есть дальность полета около 1000 километров, масса боевой части порядка 90 килограмм. Но вот что интересно, военная разведка Украины пишет, что Россия прорабатывает вариант запуска Герань-5 с штурмовиков Су-25, якобы для удешевления использования и увеличения дальности. Сложно представить, в чем тут заключается удешевление использования. Ведь вылет самолета стоит явно намного дороже, чем запуск того же самого беспилотника с какой-нибудь наземной катапульты. Россия продолжает наращивание своих средств воздушного поражения, и это одна из причин, почему ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине этой зимой такая сложная. Еще одной причиной являются ударившие заморозки, при которых нагрузка на энергосистему резко вырастает. В итоге мы видим продолжительные перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением в Киеве, Одессе, Харькове и других украинских городах. К слову, в руководстве Украины произошли перестановки. И Денис Шмыгаль, который во время прошлой сводки еще был министром обороны Украины, теперь назначен министром энергетики. В связи с тяжелой обстановкой Украина сейчас созывает энергетический Рамштайн, то есть конференцию союзников Украины, которая будет посвящена вопросам помощи Украине в сфере противовоздушной обороны и электроэнергии. Нью-Йорк Таймс пишет, что цель России – сделать Киев непригодным для жизни, чтобы таким образом надавить на Зеленского и принудить к уступкам по переговорам. Цель понятная и очевидная. Этой зимой такая тактика может приносить больше проблем в украинском обществе, чем раньше, в том числе по причине скандала вокруг Миндича и строительства защитных сооружений вокруг энергообъектов. Очевидно, что удары по украинской энергетике никак не влияют на ход войны. Так что подобное обоснование ударов, которые мы слышим от российских чиновников, это полный бред. Впрочем, должен признать, что и украинская сторона использует ровно этот же аргумент, когда наносит удары по энергетике Белгородской области. На Белгородчине теперь тоже случаются продолжительные блокауты. Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров. Украинскому обществу он известен по созданию сервиса ДИА. Это что-то вроде российских госуслуг. Должность министра обороны в Украине, как и в странах НАТО, является гражданской, не боевой. То есть на вопрос приоритетных направлений фронта, переброски резервов, смена министра повлиять никак не должна. За ведение войны отвечает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Министр же занимается вопросами военно-промышленного комплекса, поставок снабжения от партнеров и прочими тылами. Хотя при этом в своей речи в Верховной Раде Михаил Федоров также много говорил о повышении по карьерной лестнице командиров отдельных боевых подразделений, что, по идее, является вопросом Сырского, а не Федорова. Посмотрим, сложится ли у Федорова нормальная совместная работа с главкомом ВСУ. И последнее, что я хотел бы сказать по сводке. Это новое заявление Дональда Трампа. У него спросили, почему нет прогресса по переговорам. На что американский президент ответил, что в этом виноват Зеленский. Я считаю, что это абсолютно проходное заявление, типичный Трамп. И в последующие месяцы еще не раз будет встречаться заявление Трампа, что нет, виноват Путин. А потом он будет говорить, что виноват все-таки Зеленский. Потом снова Путин, потом снова Зеленский. Видно, что он судит эмоциями в моменте, не думает стратегически. Ну и плюс всегда ищет виноватых. К каким-то реальным последствиям все эти громкие выпады практически никогда не приводят. Поэтому я и говорил, что ничего не будет, когда была предполагаемая атака по резиденции Путина на Валдае, и Трамп в первые часы после этого был очень недоволен Зеленским. В итоге так оно и произошло, и буквально чуть ли не на следующий день Трамп сказал, что Путин виноват, он срывает усилия Трампа по мирному процессу. И вот сейчас появилась информация, что уже планируется очередная встреча между украинской и американской стороной. Будут успокаивать американского президента. Так что Уиткофу следует ждать скорого звонка Дмитриева или Ушакова. Такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами через 7 дней. Пока.